Здорово всем 10к Elo Pro FPLC игрокам. Сегодня вы увидите 69 фишек, позволяющих улучшить вашу игру. Блять, ну, ебать, сука, давай, блять, последним приеду. И нет, это не значит, что вы будете ебать все, что движется. Просто в каком-либо моменте в своей игре вы сможете переиграть противника по мозгу, зная довольно простые, но крайне полезные фишки об этой игре. Ну и как же без попрошайничества? Прошу поддержать данное видео прикол лайком и своей подпиской ради этих милых котиков. Ну что же, погнали. Первое. Бесшумное спрыгивание с любой возвышенности. Итак, как же это сделать? Все просто. Сначала подходим к краю на контроле, после чего в момент перед тем, как вы уже почти приземлились, отжимаете Ctrl, и все, вы стали ниндзей. В целом, довольно простая и не требующая подготовки фишка, но довольно удобная. Если вы кидаете гранату, после чего ждете, пока у вас автоматически достанется оружие, это крайне плохо, так как вы теряете драгоценные секунды. Что же вы можете сделать в такой ситуации? Бросаете гранату, после чего сразу же сами выбираете оружие. И таким образом вы сократите время анимации, что поможет вам при ретейке какой-либо позиции. Довольно базовая вещь. Когда вы берете гранату, хотите кинуть, после чего передумываете. После этого у вас создается ощущение, будто вас услышали в момент отрыва чеки. Но это не так. Ни одну гранату не слышно до того момента, пока вы ее не выкинете, кроме молотова за террористов. Следующая фишка в том, что вы можете запрыгнуть на какую-либо возвышенность без инерции. Тем самым на условном досте вы сможете пикнуть шорт и на изи забрать очередняру лоха, который не подшарен за такую темку. Интересный факт. На Анубисе крайне малая зона взрыва бомбы, и таким образом, если вы играете за Т-сайт, так и тэшники решили засейвить, и у вас мало времени, вы можете добежать до темпла и засейвить свои девайсы. А вот на Ancient самый огромный радиус взрыва, поэтому играя на этой карте, запасаемся спидами и в случае чего употребляем и убегаем. Это уже более технический, так скажем, лайфхак. Самое главное, что стоит сделать, это отключить эту блядскую функцию, а именно прогнозирование урона, так как я не видел ни одну ситуацию, в которой эта хуйня не помешала бы. Не играйте на официальном ДМе Valve для тренировки, так как этот режим общепринятый рассадник ботов и читеров, которые фармят блядский опыт ради 30 рублей в неделю. Давайте еще вспомним про мораль, что тоже довольно важно. Бывают такие дни, когда просто не летит. Ты ловишь тильт и не можешь включиться в игру. Если вы соло-игрок, я крайне сомневаюсь, что ваша команда сможет поддержать вас, из-за чего вы станете еще более зажатым и не сможете давать даже какие-то простенькие размены или киллы. Попытайтесь максимально расслабиться, неважно, играете ли вы на фасике или премьере, найдите в себе силы и пытайтесь где-то сагрессировать, побольше движений по карте. В общем, попытайтесь максимально включиться и не бояться своих ошибок, так как дерьмо случается со всеми. Вместо того, чтобы постоянно орать, что я не мелоу в всех ситуациях, где ты отстрелил левое яйцо и снес 5 хп, лучше скажи навскидку, сколько урона ты снес, чтобы не подставлять своих тиммейтов. Это одна из самых базовых вещей, но очень много людей, которые дают хуевую инфу, из-за чего ты или твои тиммейты делают саки-саки. Если хочешь попытаться пробиться в киберспорт или же просто полутать турики-однодневки со своим миксом, то снимай агентов, так как на турнирах агенты не разрешены, и следовательно это бесполезнейшая хуйня, которая тебе никак не поможет, а наоборот помешает. Также, если ты вдруг не в курсе, у некоторых агентов хитбокса головы чуть меньше или чуть больше по сравнению с обычным агентом. Таблицу этого ты можешь увидеть у себя на экране, так что не советую тратить бабки на штуку, которую ты сможешь пофлексить только в ММе или премьере. Вы посмотрите на это жирное лицо. Сегодня он съел 20 бургеров и заработал $8 миллионов с комиссией на скинах CS2. Каждый день обычные игроки теряют свои деньги, пока он зарабатывает. Со скинченджером MetaSkins ты сможешь получить все скины и предметы в CS по цене одного обеда. Настраивай паттерны и стат-трек, открывай кейсы, прикрепляй брелки, нашивки на агентов и любые наклейки. Используй граффити и многое другое без ограничений. MetaSkins работает вот уже 12 лет и продолжает восстанавливать справедливость как в CS, так и в Доте. Перестань кормить Гейба своими деньгами. Начни играть так, как нравится тебе. Если ты с авиком, то имеет смысл взять дикой. Если тебе нужно срочно съебать с какой-либо позиции, то ты знаешь, что нужно сделать. Тоже максимально дефолтная хуйня, но расскажу. Если видишь, что установлена бомба и команда противника сейвит, можно попытаться найти пару фрагов, чтобы выбить важные ганы и подорвать окончательно их экономику. Однако можно и дать жидкого и проебать свои ганы, а там уже как карты лягут. Смотри демки и стримы про игроков. Это имеет смысл, так как CS это игра не только про стрельбу, но и тактику. Можно посматривать какие-либо гранаты, позиции, фишечные раунды и так далее. Также хорошая идея будет попрактиковаться на префайр картах, которые позволяют увольнять очередняр без шанса. Также хорошая идея считать экономику противников, поскольку если вы знаете, что энеми с пистолетами, а вы за атаку, вы сможете спокойно занять плент под пару гранат. База для самых маленьких. Если у вас кончились патроны в основном оружии, а противник собирается вас репикать, и времени у вас не сказать, что много, свапаемся на пистолет и надеемся на лакишот.
Старайся научиться позиционировать прицел правильно. Не хуй пойми куда в пол, а держать прицел на дефолт спотах, чтобы если противник вышел, ты смог отключить его одним кликом мыши. Конечно, не стоит забывать про контур-стрейфы, но об этом как-нибудь потом. Бывают моменты, когда у команды противника эко-раунд, и твое место на тиммейтах пойдет фармить стату. Не будь стадом и не гони за легкими киллами. Я думаю, у тебя была хоть одна такая игра, где вы уже расслабились, побежали фармить КД и вас трахнули без шансов, после чего вы проебали целую игру, всего лишь одним раундом. Довольно простой лайфхак. Изучай свои демки, даже если ты обычный подпивас из мира танков. Глянь хотя бы одну свою игру, которую ты проиграл, и оцени трезво. Насколько ты выложился ради победы, где сделал не тот мув, забайтился на хуйню и прочее. Если ты не удовлетворен своим уровнем игры, то тебе нужно начать банально гриндить эту игру. Постоянно тренироваться и в целом заходить в игру чаще, чем 5 часов в неделю. Также не забывай быть адекватным. Если за тебя закинул 4 хуесосов, не жми кнопку voice чата и не пиши хуйню. Старайся не тильтить своих валенков. Да и в целом, тебе будет проще жить, если ты не будешь тратить свои нервы на игру в КС. Остался в клатче, не спеши выкидывать свои гранаты и используй их рационально, чтобы противники запутались. Также, если ты играешь с рандомами, не забывай им помогать. Конечно, круто закончить мапу с охуенным КД, но если ты хочешь стать хорошим игроком, то придется играть на победу, а при таком варианте нужно играть в командный КС. Если ты научишься находить общий язык с рандомами, то, скорее всего, тебе ничего не помешает отличной работе в твоей будущей команде. Если вы выиграли пистолетку на Даст 2, берите Галил и полный набор гранат. Это даст вам охуенно огромное преимущество в следующем раунде. Если у вас осталось мало хп, попытайтесь сыграть на размен с тиммейтами. Ставь бомбу под себя, найди позицию, откуда КТшнику будет трудно тебя увидеть, так ты получишь преимущество и вин раунда. Изучай в свободное время раскид гранат. Гранаты — это залог успеха в любой игре. Тайминги — это ключ. Знай, сколько времени нужно, чтобы добраться до разных точек на карте. Это поможет тебе правильно планировать свои действия и направлять свою команду. Смоки — одно из самых главных в победе. Зная смоки, ты можешь выигрывать 1 vs 5. Научись играть с диглом на ДМ, он может спасти тебе жизнь в самый неожиданный момент. Всегда рассчитывай свои накопления. Не стоит покупать АВП без брони. Гораздо лучше купить калаш и фулл армор с раскидом. Если ты остался один и понимаешь, что шанса нет, не геройствуй, просто уйди на сейф. Не используй колесо мыши для переключения между оружиями и гранатами. Назначь горячие клавиши, чтобы делать это быстрее. Если тебя убили, сообщи своим тиммейтам точную информацию о местоположении врага. Это поможет им выиграть раунд. Всегда коммуницируй с командой и находи с ними лучшее решение. Звук шагов может быть замаскирован взрывом бомбы. Будь внимателен, слушай, что происходит вокруг. Когда вы остались 4 в 1, не старайтесь убить врага, лучше поставить бомбу и ждать конца раунда. Так вы точно победите. Если у вас есть лишние деньги, не пожалейте тиммейту дроп, ведь это может спасти вашу и его жизнь и выиграть раунд. Если ты играешь за КТ и думаешь, что враг сейчас выскочит, начни фейк дефьюз. Как будто ты уже почти обезвредил, а потом резко остановись и поймай ебаного дауна. Ну и конечно не забывай шифтить, а то нынче столько подпивасов, которые не могут изучить всю свою клавиатуру. Это настолько бредово, но все же есть такие люди, которые не понимают такого. Как всегда доджить флешки. Вместо того, чтобы крутиться на 180 и открываться спиной к противнику, можно опустить ебало вниз, будто ты увидел чирик на асфальте рядом с магазом. Таким образом флешка тебя не зафлешит. Также насчет флешек можно кидать их почти что под себя, ведь в этой игре они отскочат очень высоко, и таким образом вместо того, чтобы открываться под какую-либо позицию, ты сможешь закинуть моменталку без угрозы для своих хпшек. Выбирайте сразу себе позицию. На каждой карте найдите ту позицию, на которой вам комфортнее всего играть. Благодаря этому вы сильно прокачаетесь как в понимании карты, так и в понимании самой игры, так и в механическом плане. А также пиздатый лайфхак заключается в том, что вы можете выйти на улицу, потрогать траву, посмотреть на солнце, улыбнуться, сходить в кино, пройтись с друзьями, завести отношения, в конце концов заняться собой. Да ладно, шучу. Это полная хуйня. Держите пиздатый лайфхак в потной игре, просто пропишите квит. Эта секретная команда зародилась еще с CS 1.6. Она дает ебанутый буст и плюс к FPS. Ну и конечно по традиции напишите комментарий, что лайфхаки полное дерьмо. Автор ебанат и вообще кто ему дал доступ в интернет.